Роскошные, прекрасные, чудесные, мои любимые тельцы. Что смотрим? Смотрим январь и уже 2025 года. Вот так вот. Раз, и год закончился. Начинается следующий 2025 год. И давайте посмотрим, что нам несет 2025 год для вас, мои любимые. Ну а прежде Фиже Розану ставлю уверенный, красивый, роскошный лайк, подписка, поддержка канала, просмотры. 54% у меня на канале смотрят без подписки. Давайте в 2025 году вместе эту ситуацию будем исправлять. И я знаю, что тельцы обязательно меня поддержат. Все, кто не подписан, подпишитесь, поставьте лайк, поддержите канал. Ну что, смотрим. Смотрим. Угу. Солнце до 19 числа. Солнце – это мое эго. Солнце – мужская энергия и эго. То есть кто я? Так вот, по Солнцу мы себя презентуем. Вот это Солнце будет находиться в знаке зодиака Козерог. Конечно, Солнце в Козероге для тельцов очень знакомо, потому что земная стихия. Здесь ты себя презентуешь, не плавая в облаках, а очень приземленно, такой, какой ты есть. Иногда даже выражаешь мысли, те, которые есть, не вуалируя какой-то там деликатностью. Конечно, вот такое солнце для вас будет до 19 числа идти по сектору обучения, образования, друзей, единомышленников, с которым в январе месяце вам придется столкнуться. Потому что Солнце будет находиться в секторе обучения. Возможно, кто-то пойдет какой-то курс проходить, возможно, кто-то заканчивать будет. Вот если у вас, например, вы в прошлом году начали, остался один экзамен, вы его не сдали, будете сдавать этот экзамен. Кто-то на повышение квалификации будет проходить, кого-то на учебу отправят. Но, возможно, вы сами где-то будете преподавать, вы сами будете кого-то обучать. Вы сами наберете учеников и будете этим заниматься. И вот в окружении в этой среде находятся единомышленники, с которыми вам будет уютно, комфортно, приятно. Это может быть посещение какого-то кружка, увлечение каким-то хобби, это приобретение какого-то нового хобби, это изучение нового языка, это изучение какой-то новой культуры. Что-то прямо вот с января месяца погружаетесь вот в такой мир, где получаете нужные знания. Кто-то, возможно, и новую какую-то свою профессию будет получать. И что мы видим? Сразу же 4 января сделает секстиль с Сатурном. Солнце делает секстиль с Сатурном. Секстиль – это очень гармоничный аспект. Этот аспект нам показывает. Солнце находится в Козероге. И это Солнце делает секстиль, то есть приглашает на встречу, на свидание к управителю этого знака, к Сатурну. И это все у вас проходит в секторе обучения. Это такое подсказка звездного неба. Я выбираю даже по этому аспекту какое-то очень приятное увлечение, но увлечение, когда мне хочется идти за этим учителем, слышать этого учителя, прислушиваться к нему. Кто-то, может быть, онлайн найдет себе какой-то курс, и вам именно этот человек как показывает, как объясняет вам, это очень близко, очень нравится. Для вас это авторитетно. Либо вы для кого-то вот таким авторитетом становитесь.
Тельцы очень творческие, тельцы очень хорошо умеют все, что связано с руками. Это очень хорошие парикмахеры, это очень хорошие дизайнеры, это очень хорошие портные, модельеры, это хорошие повара. То, что вы делаете руками, мастерят очень хорошо. Из ничего могут, дай две доски, две палки, сделают тебе такой изысканный, изящный стол. Это очень хорошие механики в технике, хорошо разбираются. То есть вполне может быть, что вы для кого-то будете являться вот таким прекрасным, чудесным авторитетом. Следующее, что еще говорит этот аспект, что все, что связано с вышестоящими органами государственной власти, потому что Сатурн, делая секстиль к Солнцу, это такая министерство, государственная какая-то структура. Это то, что получаете назначение вот в этой структуре, либо получаете очень хорошее известие от такой структуры. Кто-то получит известие о том, что его направляет учебу, которая будет субсидироваться оплатой государства. Может быть, от предприятия. Кто-то выплаты, которые были назначены, вы вели переговоры, вы вели свой процесс с какой-то определенной организацией такого масштаба государственного уровня, то есть что-то очень авторитетное. И вы получаете эту надбавку. Кто-то к пенсии, кто-то по ухаживанию за больным в семье и так далее, кто-то по работе. То есть очень аспект начинается январь с того, что вот такого прекрасного аспекта. Этих аспектов еще будет у нас очень хороших 4. И все они говорят о том, что вот так легко и неожиданно, и случайно, и вдруг, потому что замешан также и ваш Уран, который сделает с Солнцем очень красивый тригон. Уран находится у вас, Солнце находится в Козероге. И вот туда к нему делает вот такое приглашение. Неожиданно, случайно, вдруг вы чем-то очень сильно увлечены, отвлечены, какое-то получили удовлетворение, получили какой-то задел, который вы начнете с таким азартом и от чего-то вас отвлекает. Кто-то справится со своей болезнью, кто-то справляется со своей зависимостью, именно увлекаясь интересным каким-то занятием, которое будет предстоять. Что нам еще показывает Солнце, которое находится в Козероге? Что показывает еще для вас? Солнце сделает квадратуру. Квадратура это выстраивает конфликт. Делает квадратуру к фиктивной точке. Фиктивная точка у нас черная Луна, или ее еще называют Лилит. Это не планета, даже не светило, потому что светило у нас Солнце и Луна, планеты. Это фиктивная точка на небе. Но определенным образом на Тельцов эта фиктивная точка очень сильно влияет. И она в январе месяце активна. То есть активна черная Луна. Активна конфликтная ситуация, обострение конфликтной ситуации – провокация со стороны, откуда? А не откуда. Провокация услышала, где-то увидела, кто-то позвонил, сказал, эту ненужную информацию донес. Тельцы очень чувствительны. Да, вы приземленный, ваша стихия Земля, приземленный. Но управляет вами Венера, то есть она дает большую чувствительность. Вы не такие закаленные, как сталь, меня ничем не пробьешь, Тельцы. Более такие ранимые, более тонкие. Поэтому, конечно, здесь просто разгуляться может Лилит, если ее не контролировать, если на нее реагировать.
Поэтому все, что связано с какими-то кто-то что-то сказал, где-то что-то услышала, не принимайте к себе персонально близко. И, конечно же, в этот период, когда вот такие показатели звездного неба, никаких конфликтов не допускайте. Вы и так не расположены. Я всегда говорю, это самый терпеливый знак. И не потому, что в этом есть слабость, а в этом есть именно сила. Вы терпеливы, потому что вы не хотите конфликтности. Вы все делаете для того, чтобы избежать эту конфликтность. У вас большой порог, вот пока взорвется телец, это действительно тельца уже довели. Поэтому не поддавайтесь никаким услышала, узнала, позвонил кто-то, что-то, никаких вот таким провокациям. А ты знаешь, а вот мы там в компании были, а про тебя кто-то что-то говорил, а так неприятно про тебя, а у нас в коллективе, вот когда ты ушел, про тебя как раз вот там раз... Меня там не было, и я ничего не слышал, и мне приносить ничего не надо на хвосте. То есть не позвольте себе погрузиться, потому что сам по себе месяц для вас очень хорошо складывается. И я вам покажу эти показатели. Только потому, что Венера где будет расположена. Мы дойдем до этого. Не поддавайтесь никаким провокациям. Там, где вас не было. И то, что вы не услышали своими ушами. И то, что вы не почитали своими глазами. Ни на что не реагировать. 13 числа у нас будет полнолуние в знаке зодиака Рак. Это очень хорошее полнолуние. Сейчас посмотрю, оно у вас в каком будет знаке, в каком будет секторе. Будет в секторе, где соберутся ваши близкие, ваши друзья. И, может быть, решитесь на какую-то поездку, на какую-то покупку. И это в кругу. Может быть, ваши дети вам сообщат о том, что они хотят приобрести какую-то недвижимость или средства передвижения, или в отпуск уезжают, а может быть, даже еще скажут, и вас приглашаем, если хотите, давайте присоединяйтесь к нам. То есть очень приятное полнолуние, которое будет 13 января в знаке зодиака. Рак очень домашнее, душевное, вам близкое, собраться в кругу и обменяться потоком информации друг с другом среди своих родных и среди своих очень близких друзей. Следующее, что у нас, какие еще события, давайте смотрим. Конечно же, смотрим Меркурий. Что такое Меркурий? Мы с вами знаем, Меркурий – это мысли. Куда мысль, туда жизнь. Как я мыслю, так я и живу. Очень всегда обращайте на это внимание. Тельцы, еще раз говорю, очень фражиль. Фражиль – это трогательные, это хрупкие и чувствительный знак. Поэтому очень много зависит то, что в мыслях, то, что в голове, то, что ты перевариваешь, как ты перевариваешь. Всегда есть два направления. Других направлений не бывает. Либо направление идет в минор, либо направление идет в мажор. Либо ты идешь в разочарование, ну как это так уже? 24 год прошел так быстро, не успела оглянуться, ничего хорошего не произошло, у меня столько было, у меня... Либо ты скажешь, прошел 24 год, я страницу переворачиваю, я сюда не возвращаюсь, я сделаю выводы, но я здесь вот возиться и вспоминать, что у меня, кто у меня, как у меня, почему меня уволили, а кто меня обидел, а на что я обиделся. Я эту страницу закрываю и с чистого листа иду в 25-й год. То есть два варианта есть. Куда ты смотришь, это выбор всегда за тобой. Поэтому тельцы настолько чувствительны, что всегда следите за ходом своих мыслей. Что нам показывает Меркурий в январе 25 года? Активен Солнце, то есть твое эго активно, и очень активен Меркурий. Просто день через день, каждый день, а то еще и 2 раза в день какие-то происходят аспекты, какие-то происходят события. И, конечно же, я не могу сказать, что главным
персоной Меркурия, но одной из главных, потому что сделает дважды в одном месяце, дважды с тем же самым Меркурием. Опять и снова фиктивная точка, черная луна. 1 числа делает секстиль с Меркурием, а потом еще сделает, сейчас я посмотрю, когда, потом еще 23-го. Вообще напряженно встанет в позицию напряженную, очень конфликтную, и тоже с Меркурием. Посмотрите, мы на это заострим с вами внимание и очень фиксируйте конфликт, конфликт. Так и вызывает, так и подстрекает, так и подкручивает. Ну-ка, посмотри, ой, как на тебя неправильно посмотрел. Ты позвонил, я позвонила 2 раза, а он трубку не взял. Или она там что-то, понимаете, провокация такая внутри. Никогда не смотрите с позиции, что меня кто-то хочет обмануть. Смотри, чтобы ты сам никого не обманул. Кто что хочет, смотри, что ты хочешь. Поэтому, конечно же, держите во внимании активно, это фиктивная точка. Но тем не менее, очень красивые показатели. Значит, Меркурия что у нас? Очень красивая будет секстиль с Сатурном. И в тот же день, 19 числа, секстиль с Венерой. Венера чуть-чуть позже скажу. Вот эти 2 секстиля, а также, смотрите, секстиль – это все гармония с Нептуном, с вашим Ураном, тригон – это тоже очень гармоничный аспект. И роскошный аспект у нас будет с Плутоном. Посмотрите, посмотрите, сколько вариаций и вариантов дает нам Меркурий, дает мысли. Очень приятное, интересное может быть знакомство. И это знакомство, которое для вас представляется авторитетным. Это ваш преподаватель, это ваш учитель. Либо вы кому-то преподаватель и учитель, и получаете через эти контакты очень взаимное уважение, любовь. Это может быть, начали чем-то заниматься, и у вас преподаватель, который объясняет, вы просто влюбляетесь в тот процесс, который вам преподает этот учитель. Либо вы влюбляетесь в то дело, которое вы начинаете. Кто-то начинает язык учить, и все, он так погружается в этот язык, ему так это интересно, ему так становится, начинает что-то, какие-то статьи читать, начинает немножечко общаться с кем-то, с других онлайн, какие-то берет вот это. Сам процесс обучения вас настолько захватит, вам настолько будет интересный. В этом процессе вы раскроетесь творчески. Это и большой творческий потенциал, потому что красивый секстиль с Нептуном. Вы будете пребывать, а часто тельцы пребывают, ну вот какую-то эту сказку себе нарисовать. Это волшебство, которое нарисовать себе. Вы же очень творческий, вы творчески подходите. И результат потрясающий, который может создадите какой-то шедевр для самого себя. Вам будет в этом комфортно, вам будет это очень красиво. Следующее, что еще сделает, неожиданная случайная встреча, неожиданное случайное знакомство. Вот такого формата, когда тебя мысли к этому привели, тебя время к этому привело, тебя оказался ты в правильном месте в нужное время. И это делает ваш Уран, который стоит у вас. 29 числа очень красивое соединение Плутона с Меркурием. Меркурий уже 29 числа будет находиться, с 28 уже перейдет в знак зодиака Водолей и сразу же встречается там с Плутоном. А Плутон, мы с вами знаем, что такое Плутон. Плутон – это сама жизнь, которая тебя ведет. Плутон – это жизнь, которая тебя выводит. Плутон на долгое время будет находиться в знаке зодиака. 20 лет следующих будет находиться в знаке зодиака Водолей. И вот эти первые градусы только знакомиться там, где он находится, как ему здесь себя вести. Конечно же, очень первые градусы до 11 градуса сейчас только начало, вот только вступает, то это показатель того, что как-то ты начинаешь чувствовать
и доверять самой жизни. И подсказки это будет через Меркурий. Следующее, давайте, конечно же, с вами посмотрим, это Венера. Венера, красавица, Венера, ваша управительница, будет находиться в знаке зодиака Рыбы с 3 числа, а она там находится в экзальтации. Это самое сильное, самое лучшее положение знака зодиака Рыбы. И делает роскошные и соединение с Сатурном, и тригон с Марсом, и секстиль с Ураном. Ну, посмотрите, посмотрите, тельцы, какая красивая подсказка звездного неба. За все, что я берусь, у меня получится. И я это делаю с удовольствием. И я это делаю. Все новое, за что я прикасаюсь, я превращаю в шедевр. Я превращаю для самого себя. Тельцы не выпячивают, тельцы не показывают большую там себя показать, презентовать, себя где-то выставлять. Нет, вы очень многое делаете для себя. Вам и показывать ничего не надо. Вы и так душки, просто душечки. То есть все, что я делаю, я превращаю в шедевр. И я это делаю. Какие-то новые блюда начнете делать для себя, какую-то посуду новую захотите приобрести, что-то, какие-то картины начнете, даже нового направления, нового характера, какие-то краски новые сюда внесете, настроение сюда больше внесете. Кто-то начнет заниматься, ну, плетением чего-то, то есть то, к чему вы не прикоснетесь, это все превращается в шедевр только потому, что Венера сделала такой роскошный транзит и делает чудесные, прекрасные, замечательные аспекты к вашему знаку. И что еще у нас в январе? Это новолуние, которое будет проходить в знаке зодиака Водолей. Этим новолунием абсолютно будет управлять 29 числа. Будет управлять Плутон, который сама жизнь тебя выводит в жизнь. И это новолуние для вас будет проходить в секторе статуса, в секторе работы, в секторе карьеры. Это очень амбициозное новолуние, где вы сможете отсчитывать новый этап своей жизни. То, чем вы займетесь, то, чем вы будете увлечены, может стать вашей будущей профессией, специальностью, бизнесом, таким увлечением, которое захватит вас на долгие годы. Роскошное новолуние, которое будет 29 числа, но уже ближе туда, к этому числу, мы будем с вами поподробнее говорить про это новолуние. Вот таким образом складывается ваш месяц, который так можно охарактеризовать, куда я не прикоснусь, если я избегу вот этого влияния, вот этой провокации, которую выставляет нам черная луна, а она довольно-таки активна. Если я очень разумно к этому подойду, то я смогу все, к чему я прикасаюсь, все, что я задумаю, встречи, которые будут происходить, даже вот в своем личном семейном кругу, все, к чему прикасается телец, все от всего получает шедевр. И получается от этого всего шедевр. Вот такой для вас январь месяц начинается. Ну, а я от вас жду шедевр в виде лайка, подписки, поддержки, просмотры. Становитесь спонсорами канала, поддерживайте канал. И немножечко ситуацию в 2025 году. Надеюсь, что вы мне в этом обязательно поможете. Мы сделаем какой-то сдвиг, движение. То есть подписывайтесь, те, кто не подписан, ставьте лайки, распространяйте видео, пишите комментарии, поддерживайте канал. Ну а я вам, как всегда, посылаю нашу формулу жизни, за которую крепко держитесь. Счастье, счастье, счастье. Стержень, сила духа, позитив, философии жизни, несмотря ни на что. Бесконечно вас обожаю. Вы мои любимки. Самые настоящие любимки мои.
обожаю, обнимаю и люблю.